Пуля, летящая со скоростью 400 метров в секунду, ударяется в земляной вал и проникает на глубину 36 сантиметров. Сколько времени двигалась пуля внутри вала? С каким ускорением? Какова была ее скорость на глубине 18 сантиметров? Известно в задаче некоторые данные о том, что пуля летит со скоростью v равно 400 метров в секунду. Она проникает в земляной вал на глубину s равно 36 сантиметров на расстоянии 18 сантиметров, когда она проникает. Какая у нее была скорость? Сколько времени пуля проникала на глубину 36 сантиметров? И какое было ускорение? Неизвестно. Т неизвестно. И скорость на глубине 18 сантиметров. Пользуемся стандартной формулой, которой мы знаем о том, что S равно V нулевое T плюс AT квадрат делить на 2. В данном случае V нулевое у нас будет являться входящей скоростью. 400 вот это V. И еще известно о том, что A равно V конечная скорость минус V нулевое делить на T. Отсюда можно выяснить, чему равно T. T равно V конечное минус V нулевое разделить на A. Давайте подставим вот это значение, первую формулу. T вместо T заменим и это T квадрат, и это T. И то у нас получается S равно V нулевое остается, множится на эту дробь. V конечное минус V нулевое делить на A. Плюс A делить на 2 вынесем. И T квадрат. А T у нас уже скобочки V конечное минус V нулевое делить на A. И все это в квадрате. Давайте часть перемножим. Тут возведем квадрат. S равно у нас будет. Открываем дробь. Вот так в скобочки возьмем, чтобы было более понятно. Итак, V конечное на V нулевое минус V нулевое в квадрате. Делить на A. Это у нас вот это значение. Плюс А делить на 2. А здесь что будет? Внизу, понятно, будет сразу А квадрат. А вверху будет разница квадрат. Скобочки возьмем. В конечное в квадрате. Минус 2 В конечное на В нулевое. И плюс В нулевое в квадрате. Делить на А квадрат. А и А квадрат сократилось. Теперь давайте приведем к общему знаменателю. Если мы получим вот это мы умножаем на двойку. Это просто без ничего. Все это умножаем на двойку. 2 В конечное на В нулевое минус В нулевое в квадрате. Это у нас будет вот этот член. А это у нас идет без изменений. Внизу, естественно, знаменатель у нас 2. Плюс V конечное в квадрате. Минус 2 V конечное V нулевое. И плюс V нулевое в квадрате. А тут, извините, тут 2 V нулевое. Вот так. Вот, потому что мы же умножаем оба этих выражений. Тут получается так. Вот это сокращается. Остается V конечное. Тут будет минус 2 нулевое. И плюс 2 V нулевое. Получается S равно V конечное в квадрате минус V нулевое в квадрате делить на 2. Итак, вот такая общая формула, которая что-то приводится, но мы ее просто дополнительно вывели применительно к этой задаче. Поскольку конечная скорость равна нулю, пуля застряла. Нарисуем картинку. Расстоянием 36 сантиметров. В нулевое улетело сюда. Естественно, В конечное остановилось здесь. Оно равно нулю, она полностью застряла. Теперь нам нужно узнать, какое здесь будет В на расстоянии 18 сантиметров. Итак, мы можем написать, поскольку В конечное у нас равно нулю, S равно минус В нулевое в квадрате делить на 2. Пусть нас этот минус не пугает. Почему? Потому что в данном случае А получится с минусом, оно тормозит. Реально мы отсюда можем найти А. 2S равно минус В нулевое в квадрате. Отсюда равно минус В нулевое в квадрате делить на 2S. А если известно В нулевое, известно, знак не будем ставить, в конце поставим знак. Мы будем знать, что это ускорение у нас отрицательное. Идет равнозамедленное движение пули. А равно. Потом поставим знак минус. В нулевое в квадрате делить на 2s равно 400 метров за секунду. Умножим тоже на 400 метров за секунду. И тут у нас будет 2, что множится на 36 сантиметров. Ну, сразу давайте переведем его в метры. 36 метров. Итак, смотрите, что получается. Тут будет метры в квадрат. 1 метр у нас сократится точно. Получается 400 на 400 делить на 2 на 0,36. И здесь будет метры на секунду в квадрате. 16, сколько на 4 нуля, да? 1, 2, 3, 4 нуля. Делим на 2, умножится на 0,36. Давайте сократим хоть что-нибудь. Вот эту двойку сократим и 16 равно 8. Разделить на 0,36 на 10 четвертых метры за секунду в квадрат. Будет равно 22 и 22 на 10 четвертых метры за секунду в квадрат. Можем передвинуть сюда один знак, а тут поставить дополнительно пятую степень. Можем так сделать. Равно 2 и 22 множится на 10 пятой метры
за секунду в квадрате. А определили в данном случае. Если мы определили, мы можем определить, какая будет скорость на глубине 18 сантиметров. Мы можем сказать о том, что вот это выражение, которое мы получили здесь, вот это, вот оно подходит для того, чтобы мы записали значение через L. У нас будет V конечное, как V вот это на 18 сантиметров, минус V нулевое, квадрат делить на 2а. V – это скорость, которая будет вот здесь. Длина у нас известна. Итак, подставляем эти значения. Не забываем о том, что А идет со знаком минус. Тормозит. Давайте найдем отсюда V, потому что это известно, это известно, это известно. Итак, будет L умножить на 2а равно V в квадрате минус V нулевое в квадрате. Переносим V нулевое в эту сторону. Получается V нулевое в квадрате. И теперь нужно учесть вот это А. Минус 2L, что множится на А у нас отрицательное, равно V квадрат. Потому что А у нас тормозит. Мы V нулевое переносим в эту сторону с плюсом, но А у нас отрицательное получили. Мы здесь его получили, вот оно. И вот это значение минус мы пока здесь не ставили, чтобы посчитать, сколько оно будет равно, но оно в принципе отрицательное. Поэтому V у нас будет равно корень квадратный из V нулевое в квадрате минус 2L, что множится на А. И давайте высчитаем, что это будет за величина. V равно корень квадратный. V нулевое в квадрате – это вот это же значение. 16 на 10 в четвертой степени. Метры за секунду. Оба этих величины в квадрате. Минус 2, что множится на L. L сразу давайте переведем в метры. 0,18 метров, что множится на вот это значение А. Какое значение А? Вот тут у нас получается 22 на 10 в пятой метры за секунду в квадрате. Вот эти метры и эти метры перемножатся, и у нас будут метры квадрат на секунду в квадрате. Мы эти метры квадратные в секунду в квадрате можем спокойно вынести как единый множитель за вот эти скобки под корень. Можем записать вот такое значение. Метры на секунду в квадрате под корнем. А в скобочках будет 16 на 10 в четвертой минус 2 множится на 0,18, то множится на 2 и 22 сотых на 10 в пятой. Вот такое значение. Можно еще теперь вынести метры за секунду. Размерность у нас получается метры за секунду, то, что мы ожидали. А под корнем давайте еще сделаем вот что. Сделаем так, чтобы 10 в четвертой мы тоже могли вынести за скобки. Получается 16 на 10 в четвертой минус. А здесь заберем один значок. Умножим не на 2,22, а на 22 и 2. Минус 2 на 0,18 множится на 22 и 2, что множится на 10 в четвертой степени. Теперь 10 в четвертой степени можно вынести опять же за эти скобки. Мы получим такое значение. Метры за секунды. Корень квадратный из 10 в четвертой. В скобочках 16 минус 7,99 и двойка. 10 в четвертой выносим как 10 во второй. Получается метры секунды. Вынесли еще 10 во второй. Множится на корень из такого значения как 8,008. С этого будет значение метры секунды на 10 во второй и множится на 2,829. Мы получаем, если перенесем сюда знак 10 во второй уберем, получается 282,9 метры за секунду. Скорость в этой точке V равно 282,9 метров за секунду. И последнее, нам нужно определить, чему равно время прохождения до вот этого всего. Мы можем воспользоваться вот этой формулой, которая связана с начальной скоростью, ускорения и времени. Поскольку у нас конечная скорость равна нулю, а у нас отрицательная, то у нас тогда получается, что t равно, конечная скорость равна нулю, а у нас отрицательное значение, поэтому равно v нулевое делить на А. Фактически метод минус, этот минус, друг друга сократить. Давайте теперь просто поставим сюда значение. V нулевое это 400 метров за секунду делить на А. А у нас вот это значение. 2,22 на 10 в пятой метры за секунду в квадрате. Аккуратно разберемся с этими всеми именуемыми величинами. Получается здесь 400, что множится на метры. Секунды пошли вниз. На 2,22 на 10 в пятой метры, а секунды квадраты пошли вверх. Секунды квадраты сократились, метры сократились, мы получаем именно в метр. 400 разделить на 2,22 на 10 в пятой секунд. От этих два нуля и тут два показателя уберем, то есть 4 получается делить на 2,22 на 10 в третьей. Получается 4 целых делим на 2,22 на 10 в минус третьей секунд. Это будет приблизительно 1,8 на 10 в минус третьей секунды. Так, то, что нужно было
мы определили. А у нас будет равно 22 на 10 в пятой метры за секунду в квадрате. Скорость на расстоянии 18 сантиметров глубины получается 282,9 метра за секунду. И время всего пролета, которое будет у вала t, равно 1,8 на 10 минус 3 секунды. Да, еще с А надо поставить значок минус, потому что это равнозамедленное движение.